Банкам нужны реально рабы, которые постоянно приносят банкам денежку. Ты потерял работу, ты все потерял. Люди слабы от соблазна. Именно на этом построена вот эта вот вся вот реклама такого потребительского способа существования, загоняние в кредит, потому что банкам нужны реально рабы, которые обслуживают кредит. Это рабы, которые постоянно приносят банкам денежку от своего дохода. Очень много людей думают о себе, что они много больше, чем на самом деле. Что они могут себе позволить телевизор подороже, взять долг дополнительный и нести его еле-еле. А что сейчас произошло? А сейчас ты потерял работу, ты не можешь оплачивать банку кредит, и что? И банк забрал у тебя эту машину, квартиру и так далее. Ты все потерял. Заплатить своим будущим за то, чтобы пожить сейчас так, как ты хочешь, это очень дорогая плата, потому что в будущем ты будешь корячиться как незнамо кто или отбрыкиваться от коллекторов и так далее. Не надо платить в будущем за твое настоящее. Создавай будущее. Кирпич к кирпичу. Иди по ступеням к своему будущему, а не скачкообразно. Иначе вляпаешься в такое дерьмо, где все твое будущее, которое у тебя, скажешь, нахрен мне такое, ты же сам это сделал. В нашей голове существует так называемая область, коры головного мозга, которая отвечает за задержку. Наша способность задерживать что-либо, задержку следует тренировать. Как тренировать? Отказывать себе в том, что тебе очень хочется. Хочется телевизор побольше, перехочется, Хочется машину, тренируй задержку. То есть на самом деле жить посредством — это означает отключить от себя то, что тебя может вывести в состояние ловушки. Такие проводники в ловушку, банки и все, кто пропагандирует житье в потребительском, кстати, угаре. Значит, если человек набрал потребов, то здесь вариант личное банкротство. Не надо бегать, не надо сидеть, чтобы тебе звонили, все равно будут звонить. Коллекторы и так далее. Если ты испытываешь и реально понимаешь, что, ты понял, куда вляпался, и тебе надо перезагрузку сделать, надо провести процедуру очищения. Это процедура личного банкротства. Да, она неприятная. А что, ты когда к урологу пришел, тебе приятно, что тебе это? Если есть две неприятные штуки, давай выберем наименьшую неприятность и ее сделаем, чем чтобы случилась большая неприятность. Вот такие очень практические советы бывалого, человека, предпринимателя, у которого получается жить.